Всем доброе утро. Ролик снимаю на Новый год, новогоднее утро. Это так, для людей, которые потом посмотрят, может, через некоторое время, чтобы было понятно, почему я к чему говорю. Я считаю, что любой праздник – это всего лишь концентрация энергии. И эту энергию можно использовать себе во благо. Вот я сегодня вас научу, как это делать. Но хочу вам сказать, что этот ритуал не просто там новогодний или только на Новый год делается. Нет, этот ритуал вы можете делать в любое время. Но в такие праздничные дни, когда особенно энергия насыщена, в такие дни они могут сильнее сработать, потому что у вас подсознание открыто, вы очень хотите, у вас визуальное желание, чтобы весь год был урожайный для вас, да, и так далее. Поэтому подходящие дни. Но провести вы можете этот ритуал хоть когда, и он вам поможет. В этом ритуале я использовала некоторые стародавние, скажем так, грубо говоря, приемы денежного колдовства, денежной магии, для того, чтобы мои ритуалы были особенно сильны, и они получались. Я специально всегда беру за основу древние поверья, понятия, слова-ключи и прочее. И поэтому люди, у которых нет именно силы, скажем, и разрешения в магии, у них получается, потому что я им предоставляю вот эти слова-ключи, которые помогут им призвать деньги в свою жизнь. Вы знаете, друзья мои, что я хочу сказать? Я приведу определенные слова и изначально хочу объяснить, к чему эти слова и для чего они произносятся. Например, вот это понятие «малый большего побил» и удар малыми деньгами по большим деньгам делалось у купцов. Кстати, люди, которые занимаются торговлей, могут взять это себе на заметку. Ударяя малыми деньгами по большим деньгам, вы как бы призываете малым деньгам расти до больших. То есть, как вам сказать, малый большего побил, значит, малая деньга выросла до больших размеров, увеличилась, приумножилась. Все, кто торгует, вы можете по утрам, попробуйте, положите там 5 тысяч или 1000 рублей. И вот десятками бейте по этим деньгам и говорите, малый большего побил. Ну, раз 12, 13, 6 раз, 9 раз, как вам угодно. Это уже тут не особо важно. И вы через некоторое время увидите, как много людей прибежит покупать ваш товар. Попробуйте этот трюк. Это очень-очень древние понятия. И делается это специально для того, чтобы как бы стимулировать малые деньги подняться до больших, увеличиваться. Начнем. Для этого ритуала вам нужно положить на стол определенные украшения, если они у вас есть. Можете на натуральном, на натуральных мехах это сделать. Можете поставить зеленую свечу, красную свечу. Здесь ваша фантазия, как хотите. Я, например, этот ритуал вот таким образом делаю, и вы можете, глядя на мой алтарь, делать похожий. С некоторых пор я особо не объясняю, потому что, во-первых, устаю, очень много работ делаю, очень много подарено, очень много объяснено, и поэтому считаю, что мне кажется, что мои зрители, которые давно смотрят мой канал, им и объяснять-то не надо, они и так видят, знают и понимают, как надо делать. Итак, фартовая сила. Для того, чтобы фартовая сила пришла в вашу жизнь, в ваш дом, эта сила должна видеть
на вашем алтаре, на вашем столе определенный символ достатка, богатства, имущества и так далее. Золото, серебро, деньги, там доллары, рубли, как хотите. Но эта сила должна видеть достаток. Если у вас этого нет совершенно, то вы можете начать с малого. Просто разменять там мелкие доллары, деньги положить, взять эти рубли, копейки и попробовать пока таким образом. Когда вам дадут, потом уже более такой шикарный алтарь, да, сделать и так далее. Вам нужны благовония. Если у вас есть статуя Фортуны, а у моих многих подписчиков уже есть, она усиливается этими ритуалами денежными. Чем чаще вы будете ее использовать в этих ритуалах, тем сильнее будет ваша статуя. В итоге она просто станет вашим символом, талисманом денежным. И со временем вы поймете, что вам достаточно подойти и попросить, и она вас слушает и помогает. Я хочу объяснить, что это не волшебные статуи, как некоторые пишут. Я хочу купить Фортуну, она будет работать. Дорогие друзья, там нет батареек, и там она не будет с вами разговаривать и давать то, что вы хотите, и пахать на вас. Это не волшебные статуи, там, чудотворные. Просто когда вы берете статую определенного божества, вы привлекаете внимание этого божества на свою сторону. И чем чаще вы просите, тем больше ее сила к вам приходит и в вашем доме подселяется. Понимаете? Это вот как вы берете икону, например, определенного святого, хотя я, еще раз говорю, я против этого, потому что святые мученики, они мучились, умерли, и поэтому они мало хорошего могут дать вам, исходя из того, как они жили. Но это ладно, это ваше дело, как хотите. Но я вам объясняю, что дело в том, что не краска и рисунок вам помогают, а вот это определенная сила. Это как ваше почитание, знак вашего уважения к этому божеству, которое она замечает, видит и со временем начинает вам помогать, то есть становится вашей покровительницей. И если у вас есть статуя Фортуны, то, естественно, можете поставить. Начнем. Через горы и моря, через все пространства, всеми дорогами призываю сюда крылатую удачу, фартовую силу. Со всех дворцов, из сундуков богатых купцов, всеми дорогами призываю сюда крылатую удачу, фартовую силу. Берем, вот, бьем и говорим. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Рубль станет тысячи, 100 тысячей. Дом мой вечно богатей, мне в достатке жить и жить, встать мне в ряды богачей. Фартовая сила, дай мне то, что я просила. Сила магии, услышь меня, исполни заклинаю. Ведь что хочу, я получаю. Так было и так будет, знаю. Приди, сила фартовая, сойди на мой алтарь, благослови мой труд и имя. Дай мне удачу, фартовая сила, наполни кошель деньгами, сундуки одежей, шелками и мехами, златом и дорогими камнями. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Рубль станет тысячи, 100 тысячей. Дом мой вечно богатей, мне в достатке жить и жить, встать мне в ряды богачей. Фартовая сила, дай мне то, что я просила. Сила магии, услышь меня, исполни, заклинаю. Ведь что хочу, я получаю. Так было и так будет, знаю. Деньги мои, идите в рост, имущество умножайся, от денег богатство рождайся, дом мой добром наполняйся. Малый большего побил, малый большего побил, малый большего побил. Рубль станет тысячи, 100 тысячей, дом мой вечно богатей, мне в достатке жить и жить, встать мне в ряды богачей. Фартовая сила, дай мне то, что я просила. Сила магии, услышь меня, исполни, заклинаю. Ведь что хочу, я получаю. Так было и так будет, знаю. Да будет так, заклято. Читать это все 3 раза. Естественно, с повторами, припевами.
После вы можете эти деньги просто убрать, вот эти мелочи спрятать, можете их потратить, не имеет значения. Я лично вот эти все разменные доллары сохраняю на все ритуалы денежные. Лучше взять маленькие купюры. В этом случае, в этом заклинании, в этом ритуале можно взять и пятитысячные, и тысячные, без разницы. Здесь не важно. Здесь разные, скажем, разный эквивалент валюты, денег там и прочее. В этом ритуале можно всякое. Это все можно потом у себя сохранить или потратить. В этом ритуале, то есть нет такой важности, чтобы эти деньги там где-то хранились и так далее. Вы просто заклинаете свои деньги, а потом их можете использовать. Они будут идти в рост. В любом случае, они никуда не денутся. После все это собираем, убираем подальше и так далее. Просто меня все время спрашивают потом, а что потом делать, а как? Мне кажется, что для разумных людей не надо объяснять, что потом надо это все убрать, что это не должно вечно так стоять. Я думала, что это не надо говорить, оказывается, все мелочи надо говорить, что потом надо, значит, вот эту вот черную материю убрать. 100 раз спрашивает, что такое алтарь, где купить. Дорогие друзья, алтарь – это место силы. Это ваш стол, куда вы ложите ткань, ставите благовоние и делаете ваши ритуалы. Это место алтарь называется. Вот это место, если у вас есть определенное место силы в доме, это прекрасно. Если нет возможности, вы можете менять иногда периодически, и ничего страшного в этом я не вижу. Вот это и есть алтарь. То есть то место, где вы совершаете ритуал, это называется алтарь. Всем удачи, всех благ, и пускай этот ритуал еще вашу копилку. Почему я дарю так много ритуалов? Потому что каждому человеку иногда порой подходит определенный ритуал, исходя из его генетического происхождения, крови и прочее, прочее. Об этом я говорила, объясняла 100 раз. Я думаю, что нет нужды постоянно об этом говорить. Всем удачи.